Yamaha MT-07, один из самых популярных мотоциклов, которые покупают у нас в Латвии. Сегодня, дорогие мои, у нас будет видео не об этом мотоцикле, это будет не обзор, но я на нем немножко прокачусь, и я очень благодарен за эту возможность открыть мотосезон 2022. Немножко поговорим о советах начинающим мотоциклисткам, новичкам. Как вы думаете, почему большинство мотоциклистов покупает этот мотоцикл? Я думаю, потому что он, во-первых, классно выглядит, во-вторых, доступная цена, в-третьих, он классно едет. Дам пару советов начинающим мотоциклистам. Вы тоже пишите в комментариях свои советы, пишите, какие у вас планы на этот мотосезон. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, для того, чтобы не пропустить мои путешествия из Турции. Вот что тут за ситуация? Оп, ситуация. Первая ситуация. Всегда, если машина начинает сбавлять скорость или что-то непонятное, ждите. Не обгоняйте до последнего. Да, вот советы мотоциклистам — это актуальная тема, о ней можно говорить каждый сезон. Пожалуй, вернемся немножко назад. В тот день, когда мы впервые встретились в мотосалоне Yamaha, посмотрим на Yamaha мотоциклы и посмотрим на Лауру, которая выбирала себе вот этот новенький мотоцикл Yamaha MT-07. 9:45, 14 марта, у нас еще снег. Видео вы, наверное, смотрите в конце апреля или в начале мая. Мы едем в Yamaha центр за новеньким мотоциклом. Скажите честно, если бы у вас была сейчас возможность купить новый мотоцикл, какой бы марки мотоцикл вы выбрали? Дорогие мои, всем бодрячком. Почему-то в последнее время многие западают на Yamaha. У меня лично Suzuki GSX-R литр. Кто не знает, выглядит он вот так вот. Но в душе почему-то мое сердце больше лежит к мотоциклам BMW. Когда-то у меня был BMW S1000RR, если кто-то не знает, как он выглядит. Вот так вот. Сейчас мы едем на встречу с прекрасной дамой Лаурой, и она будет выбирать себе мотоцикл. Последний раз мы с вами здесь были, когда Гарик покупал себе для гонок Yamaha R1. Помните, вот здесь мы ее выкатывали, но алды точно помнят. Давайте посмотрим, что у нас сегодня в Yamaha центре. В Yamaha центре у нас очень много интересного. Во-первых, гольф-мобили, но самое интересное, что я видел сразу, это Yamaha R1. Но это, скорее всего, уже на продажу привезли. Что, красивенькая такая, да? А вот это, видимо, у нас Yamaha R7, о которой все так говорят. Да, это Yamaha R7 черного цвета. Мне очень хочется на ней прокатиться и понять, что это вообще за мотоцикл. Мой самый нелюбимый цвет — это черный, я уже вам не раз говорил. Рядышком у нас стоит, что это такое. Это 125-ка. Ничего себе, такая большая 125-ка. Я вижу, что здесь как шифтер, скорее всего, он установлен как дополнение к этому мотоциклу, как доп-опция. Посмотрите, какой большой глушак на 125-ке. Слушайте, на таком мотоцикле и на карьерчик можно и по песчаной дороге сгонять 125-очкой, и по городу кататься. Мне начинают нравиться вот эти стильные мотоциклы. R7 синего цвета, моего любимого. Здесь уже идет R7, кстати, 9500 стоит. И здесь уже юбилейная раскраска, спецраскраска идет. Здесь у нас черные, любители черного, стоят 9000 евро. Если бы я выбирал из R7, именно раскрасок, я бы вот думал, это или это. Скорее всего, наверное, синего цвета, потому что мой любимый цвет синий. И оказывается, это очень популярный мотоцикл, потому что эти 3 проданы, и до этого уже купили где-то штук 7, да, плюс-минус. На 10 000 евро, знаете все почему? Потому что это мотоцикл для настоящих мужчин. Здесь только АБС и никакой электроники. Можно отключить даже АБС и просто по оффроуду наваливать, как настоящий мужик. Нам дали ключи от R7. Офигенный дисплей, мне нравится, что черный на белом. Не то, что у меня на GX 2017 года, мне все время раздражает, что мой дисплей черно-белый. Если кто-то сзади увидит этот мотоцикл и не сильно знаток, он подумает, что вы наваливаете на R1, на настоящие пушечки. Слушай, ну вот этот мне нравится. Знаешь почему? Потому что он синего цвета и у него наклейки есть. Вот за мной, пожалуйста, не садитесь, ребят. А, и здесь тоже защита. А, не, нету защиты. Он как трансформатор такой выглядит. Как, знаешь, киборг. Вот, полицейский киборг, точно. Вспомнила. Ребята, вы в Латвии такой мотоцикл не купите, по крайней мере, на время съемок видео, потому что 30 человек уже стоит в очереди. Я могу сказать, что это, наверное, мотоцикл года будет по экономии, потому что если ездить в спокойном режиме, все 3 литра можно уложиться. И, может, кому-то интересно, вот гольфомобиль
Ну, можно использовать, если у вас частный дом, большая территория. У кого фазенда есть, ребят, приезжайте, забирайтесь. Слушайте, классная штука, особенно если вы живете, где тепло. 28 тысяч евро. Если добавите 2000 евро, будут номера от трактора и сможете по городу передвигаться. А, вот это реле зажигания не было? Это Не, это рулевой. Усилитель? Ребят, я просто механик, разбираюсь, понимаете, во всем. Что мне нравится в этих мотоциклах, то, что здесь покрашены диски в цвет мотоцикла. Я обычно люблю покрасить диски, здесь мне этого уже не нужно было бы делать, потому что за меня уже все сделали. А на юбилейной версии диски покрашены в золото. Выглядит очень богато и круто. Привет! Привет, друзья, знакомьтесь, это Лаура. Приветики. Да, и она идет себе покупать мотоцикл. Ура! Пошли. Просто расскажи, почему в пару словах R7. Ой, блин, R7, MT-07, почему? Ну, потому что я была в поисках мотоцикла для города, чтобы было более удобно передвигаться. МТ-09 и 10 мне большевато по росту и по вообще ощущениям. Поэтому семерочка, да? Поэтому... А на заднем тоже будешь валить? Нет. Слушай, а почему черного цвета? Ну, цвета, которые предоставлены 22 года, мне показалось самым приятным, все же черненькие. Ты любитель черного? По мне незаметно. А какой у тебя опыт езды на мотоцикле? Ну, не такой большой, это будет мой второй сезон. Поэтому... А первый сезон на чем ты отъездила? На ЦБР 900-ки? Нифига ты гонщица, блин. Нормально. Что можешь посоветовать молодым мотоциклистам? Что я могу посоветовать? Ну, наверное, ездим все аккуратнее. Имеем в виду, что другие машины нас не видят и сильно не гоняем. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Поздравляю тебя в комментах. Не, хороший выбор. Но мы еще не забираем, а приедем потом и будем забирать его, да? Да, будет праздником, моим праздником. Какой праздник будет? У меня будет именины, день рождения. Это я себе сделала подарок. Ну, сделаю. Хороший подарок. Ребята, у нас так как маленькая зеленая страна, у нас все очень маленькое, да, и мотоциклы я могу взять только на обзор или прокатиться у ребят, которые покупают эти мотоциклы. К сожалению, по демо-мотоциклам у всех очень скудно. Вот Лаура говорит, она мне даст сразу на заднем прокатиться, как мы будем выкатывать мотоцикл. И сделать тест-драйв и бурнаут, да? Договорились? Так, ну что, надо будет работать на двух работах. Тут сразу уже тюнинг пошел. Вот, покажи стекло, которое... Так, это уже 70 евро. Цикши тебя, Макса? Ладно, неважно, она все равно будет покупать весь тюнинг этот. Ну, прикольно, сразу видонит. Бери, вот точно бери, вот это тоже бери. Плюс выхлоп нам нужен еще, и защита радиатора, и плюс еще что, еще дизайн нужно сделать. Еще экипировка у тебя есть 102 евро, да, на, подержи. Видишь, какая качественная деталь? Алюминий или что это? Металл какой-то, интересно. Я могу счет тогда свой выставить. Да, выставить. 15 тысяч евро. Ну что ж, настал день, когда забираем мотоцикл 1209. Какая красивая Yamaha здесь стоит с Акрапович выхлопом для путешественника. Какие молодцы, шарики поставили Yamaha центр. Вот мое почтение. Я тоже подготовил маленький подарочек. Так, фанфары, фотографии. Счастливая обладательница, привет. Смотрите, я даже не ожидал, что такая тусовка будет. Так, забоялась, да, выехать. Ну ладно, волнение, лучше не выезжать, да. Так, ну давай. Сейчас поедешь или нет? А ты поедешь сегодня на нем вообще? Или что? Всегда хозяин должен первым выехать на своем новеньком мотоцикле. Поздравляем. Поздравляем. Налей шампанского так дорогу. Все, красавично, поехала. Офигенно? На заднем навалила? Уже, да, 3 раза. 3 раза? Нифига. Столько людей, все смотрят. Спасибо, друзья! Мой новый мотоцикл! Спасибо! Ладно, дайте денег на бензин. А, не надо, карточка с деньгами. О, подарок. Полный бак сейчас заправим. Ладно, я поехал. Прикольненько. Ой, слушайте, ну так волнуюсь даже немножко. На новом мотоцикле перегазовывать нельзя. Мой первый выезд, я открыл официально мотосезон. Какой он легенький. Как классно. Так, где поворотник, где? А вот он маленький такой. Сначала сразу на заправочку давайте. Новая резина. Помните о том, что на новой резине газовать слишком не надо. Нужно ее прикатать сначала. Знаете, что здесь классно? Вот так вот перчаточки положил.
Бак открыл. Это наш подарок с горочкой. Ровных дорог, Лаура. Катайся аккуратно. Если смотришь это видео, запомни. Обкаточку нужно пройти для начала. Но хочется крутануть, если честно. Я уже почти забылся. Вы видели эти эмоции, это волнение? Я сам, по-моему, пережил это даже немного. Хоть у меня уже 11 или 12 сезон. О, это новая BMW. А это новая Yamaha. Вот как думаете, снимать и вот эти наклеечки? Я бы, если честно, снял. Залил я 95-й, как вы могли заметить. А 98-го там не было. Советую мотоциклистам. Такое видео можно записывать каждый сезон. Это всегда актуально в начале сезона. И, наверное, первое, что я вам хочу сказать, те, кто снимает видео, всегда смотрите на дорогу. Даже если вы что-то хотите показать слева или справа, свои глаза только на дороге держите. Сколько у меня ситуаций было опасных. Второе, помните, что водители уже забыли о том, что вы на дорогах. Они объезжают ямы, они не так часто, может, смотрят в зеркала, многие сидят в телефонах. Так что не надо вот в самом начале сезона лететь между ряди и вообще летать. Прикатайтесь сначала. Старайтесь за большегрузами так не ездить, то что может что-то вылететь. Лучше обгоняйте их. Если два большегруза вместе, то не лезьте между ряди. Ну и старайтесь вообще, когда вот машина едет впереди, ехать по колесу. Потому что обычно всякие препятствия на дороге, они пускают под машину посередине. Правильно, да, я выразился или не очень? Не забывайте покрутить головой вот так вот при перестроении. Мертвые зоны, все дела. По поводу ям на дороге. У нас их очень много, особенно весной. Поэтому не забывайте, что автолюбители могут вас не заметить при объезде ямы. Потому что он смотрит на дорогу, тут здесь яма, тут яма, там яма. А в зеркало он не успевает посмотреть, потому что ему нужно объехать эту яму. Оу, какой люк, блин. Люков у нас тоже, будь здоров. Не наезжайте на люки. Помните, что на дороге еще много песка, много ям, скользко. Особо это актуально, когда вы вот так вот проезжаете между машин, и кто-то из них будет объезжать яму. В принципе, вот, видите, такая яма большая, им деваться некуда, да и вам некуда деваться. Он чуть-чуть до вас докоснется, и это может очень плохо закончиться. Как мягко скорости переключается. Новый мотоцикл, вот смотрите, он немножко подвинулся. Спасибо! Дорогие мои автолюбители города Риги, пожалуйста, смотрите 2 раза в зеркала, будьте вежливы на дороге, мотоциклисты, не летайте, не сбивайте зеркала. Понимаете, автолюбители, что не всегда вас видно. И не всегда вас захотят пропускать. Кто-то будет завидовать, что вы едете между ряди по пробочке. Я сам недавно стоял такой, думаю, вау, как классно. Поехал по пробочке мотоциклист, а я стою, блин. Потому что пробок сейчас в Риге что-то слишком много стало. Взаимоуважение на дороге, вот что важно, друзья. Опа, давайте перестроимся за этим классным аудиком. Ну, вот надо прикататься, даже мне. Я сейчас чувствую, что нужно прикататься. Ага, резина-то новая, не нужно так сильно закладывать датчик. Идем направо, головой крутим. Движуха смотрим вперед, чтобы кто-то не затормозил. Как же классно все-таки это. Чувство эйфории, чувство свободы. А это очень важно, особенно учитывая, что в нашем мире все меньше и меньше свободы, к сожалению. Сегодня довольно ветрено, и я чувствую, как ветер обдувает мое гигантское тело, мои 187 килограмм, я хотел сказать. Опа, хорошо, что я в зеркало посмотрел. Поэтому я вам говорил, крутите головой при перестроении, это очень важно. Еще один совет начинающим мотоциклистам: если видите вот такую тачку, то лучше не едьте за ней, возможно, что-то может прилететь в вас. И вообще, один из самых главных советов, когда вы выезжаете на дороге общего пользования, помните о том, что вы выехали, чтобы выживать. Держитесь подальше от всех автомобилей. Чем меньше автомобилей вокруг вас, тем больше безопасности вы. У нас уникальная возможность наблюдать за тем, как ездят вот ребята, которые обучаются на мотоциклах. Новички, вот, мотосезон еще не открыли, молодцы. Там сзади едет машина с инструктором, и по рации он им говорит команды, советы, и вообще, ну, говорит, что делать, короче. Кстати, в этом сезоне, чтобы сдать на категорию, все осталось вроде по-старому, но только добавили какие-то видео вопросы. МТ-шечка, да, Yamaha МТ-шечка.
Ладно, я поехал, ребятки, мне надо мотоцикл отдавать. По поводу поворотников, я вам все же советую включать поворотники, неважно на какой вы скорости. Ничего себе, там маневры вы видели? Один направо, другой налево. Нормально. Вот в Турции мы все время ездили вот по этому правому ряду. Не знаю, я лично не советую здесь ездить, потому что автолюбители у нас не привыкли, что кто-то ездит справа. И еще один небольшой совет. Если вы едете в группе, то не надо опережать машину с двух сторон, потому что он увидит с одной стороны мотоциклиста, метнется в другую сторону, не увидит вашего товарища, и будет situation, crash. Стрёмно чуть-чуть было, так близко ездит. Все, на видео видно, что я не откручивал ручку газа. Все было безопасно. Я уверен, что они посмотрят, как я тут катался. Мне очень понравилось. И я вам скажу, что немножко греет жопу. Да, сколько я тут прокатился. Оп-хоп. Петров даже приехал. Короче, я решил такое взять себе. Я одобряю. Полный бак бензина залили. Еще сдача осталась даже. Карточка. Сдача.